Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні за вашими проханнями пропоную рецепт горішків з різними начинками. Шоколадні, кокосові із згущеним молоком. Приготуйте та переконайте, що вони навіть смачніше цукерок. В первую очередь приготовлю ганаш. Он должен 4 или 5 часов отстояться в холодильнике. Понадобится 150 грамм шоколада, содержание какао 70%, 30 грамм сливочного масла и 130 грамм жирных сливок 33%. Можете взять любой шоколад, только с высоким содержанием какао, но из-за его качества масса может получиться неоднородная. Это не страшно, я потом в процессе приготовления об этом расскажу. Измельчила ножом. Чем мельче, тем лучше, быстрее растает. Можно натереть на терке. Добавляю сюда сливочное масло и сливки взвешиваем 130 грамм. Делаю маленький огонь и постоянно помешивая, растапливаю шоколад. Можно это сделать и на водяной бане, но будет немного дольше, или в микроволновке короткими импульсами. Тает он быстро, можно огонь уменьшить еще до минимального. Но еще выбирайте правильно посуду. Берите с толстым или двойным донышком. И когда остаются самые маленькие кусочки шоколада, выключаю огонь и на горячей плите продолжаю подогревать до полной однородности. Видно, что она не горячая, масло еще продолжает таять. Масло берите тоже вкусное, хорошего качества и высокой жирности. Посмотрите, какая красивая, однородная, глянцевая получается масса. Все масло полностью растаяло. Переливаю в миску. И если вы видите, что шоколад у вас полностью растаял, но масса неоднородная, пробейте погружным блендером. Сливки и шоколад обязательно соединятся, и она станет такая же гладкая и глянцевая. Я говорила, все это зависит от качества шоколада. Поэтому не пугайтесь, если шоколад остается хлопьями, хорошо пробейте погружным блендером. Накрываю пленкой в контакт и ставлю в холодильник минимум на 4 часа. Ну а для крема с кокосом понадобится белый шоколад, самый обычный пористый. Беру вот такую вот плитку. Здесь его 85 грамм, ровно плитка. Добавляю 60 грамм сливок жирностью 33-36%. У меня 33 закончились, беру 36. 20 грамм масла. И все это разогреваю, постоянно помешивая на самом маленьком огне. Точно так же заранее выключила огонь, пока еще оставались маленькие кусочки шоколада. Кстати, белый шоколад топится намного быстрее, поэтому следите, не отходите от этого крема. Высыпаю кокосовую стружку. Она бывает разная, крупная, мелкая. Если есть выбор, берите мелкую. Если нет, то подойдет и крупная. Все это хорошо перемешиваю. Пока эта масса теплая, она мягкая, в холодильнике застывает и становится плотнее. Накрываю пищевой пленкой в контакт и ставлю в холодильник. Вот теперь, когда начинки готовы, можно замешивать тесто. Приготовлю белое тесто, потом шоколадное и сделаю еще мраморные орешки. Для теста надо взять 300 грамм муки. Здесь у меня 270 и 30 грамм я отобрала. Вмешивать ее буду на столе. Посмотрю по тесту, сколько понадобится, чтобы не забить его мукой. В первую очередь добавляю сюда разрыхлитель. Набираю чайную ложку, можно сказать без горки. Обязательно просеиваю. Если есть комочки, пусть они разойдутся. Сюда же щепотку соли. Я замешиваю на сливочном масле, поэтому тесто подсаливаю. Если готовите на маргарине, можете не солить. Он и так соленый, для теста этого хватит. Хорошо охлажденное масло обваливаю в муке и натираю на крупной терке. И натертое сразу же перемешиваю с мукой, чтобы оно не комковалось. Удобно замешивать это тесто в перчатках. Масло не согревается от тепла рук, не тает и не будет выделяться из теста. Если оно успевает комковаться, можете взять его вместе с мукой и снова перетереть. Смотрите, как оно рассыпается. Попробуйте, это очень удобно. Высыпаю сюда сахарную пудру. Она у меня уже была просеяна, но смотрите, как быстро она хватает влагу. Постояла в открытой посуде и уже комкуется. Еще немного измельчаю скребком и перетираю руками. Да, и сахарная пудра у меня с ванилином. Если у вас обычная,
то добавляйте вот прямо сейчас пакетик ванильного сахара. В итоге должна получиться вот такая вот мелкая и сухая крошка. Осталось добавить сюда яйца и замесить тесто. Делаю углубление. Здесь у меня одно среднее яйцо и один желток. Немного перемешиваю. Добавляю к сухим продуктам и замешиваю тесто. Муку берите самую обычную, с белком 10,3. Я замешиваю на муке из АТБ «Разумный выбор». Сразу перемешиваю вилочкой, потом скребком до крупной влажной крошки. В тесте немного влаги, только яйца, нет ни сметаны, ни майонеза. Вот поэтому я и говорю, не замораживайте маслом, чтобы оно сейчас быстрее соединялось с мукой, с яйцами, чтобы тесто быстрее вымешивалось до однородности. Ну, вот такая вот получается крошка. Почти вся мука увлажнилась. Теперь его можно вымесить и рукой. Собираю все в один комок. Домешиваю рукой до однородности. Не пугайтесь, если сразу оно получается пятнистое. Видно, что яйца не полностью соединяются с тестом. Продолжайте вымешивать, и все продукты обязательно подружатся. Тесто получится однородным. Все, собралось в комочек. Вот такое получается тесто. Видно, что оно очень мягкое, но однородное. Хорошо все вымесилось. На стол высыпаю ту муку, которую оставляла, даже не всю. В рецепте я укажу, сколько мне понадобилось. Из-за того, что мука у разных производителей разного качества, ее может пойти на замес немного больше или наоборот меньше. Поэтому не спешите сразу вмешивать столько, сколько написано в рецепте. Домешиваю легкими нажатиями, складываю немного, придавливаю. И вы по тесту сами почувствуете, когда достаточно. Вот оно уже не маслянистое, не такое, как было в миске. Немножко плотнее, более однородное, но все равно остается мягким. И смотрите, жир не выделяется, тесто матовое, гладкое. А значит, выпечка, вернее орешки, получатся не твердые, а рассыпчатые. Подпыляю мукой снизу, сверху. Прячу в пакет, выдавливаю воздух и оставляю в холодильнике примерно на час. Для белого теста мне понадобилось 280 грамм муки. Я уже взвесила тот остаток. Значит, для шоколадного я беру 240. Добавляю 25 грамм какао-порошка. Я его уже просеяла. А остальную белую муку буду умешивать на столе. Какао в себя берет больше жидкости, и поэтому муки может понадобиться немножко меньше. Также чайную ложку разрыхлителя, щепотку соли. И все это хорошо перемешиваем до однородности цвета. Можно было еще раз просеять муку с какао, ну или хорошо перемешать. Ну а дальше замешиваю точно так же, как белое ванильное тесто. Вот такое оно получается. Осталось его только домесить на столе, немного. Высыпаю сюда муку. Здесь, кстати, только 10 граммов. Тесто должно оставаться мягким, не забивайте его мукой, иначе орешки будут твердыми. Вся мука снова не понадобится. Я говорила, здесь было 10 грамм. Вот настолько ее меньше надо, если добавляете какао. Все, тесто полностью готово. Подпыляю его снизу, сверху. Заворачиваю в пакет и прячу в холодильник. Пока шоколадное тесто еще застывает в холодильнике, я сделаю немного белых орешков, а потом уже мраморные и шоколадные. Видно, что тесто стало немного плотнее. Подпыляю мукой, чтобы сверху оно не засыхало. Посмотрите, какое оно послушное, пластичное. Легко раскатывается даже без добавления муки. При этом не крошится, не рвется. Такое случается с тестом, если вы его забиваете мукой. Замешиваете очень плотным. Можно его даже приподнять по надобности, и ничего с ним не случается. Нарезаю кусочками по 7 грамм. Это для моей сковородки. Но так как они все разные, пристраивайтесь к своей, подберите вес, может быть 6 или даже 5, есть сковородки с маленькими орешками. А остальное тесто снова спрячу в холодильник, чтобы оно не согревалось.
Снова нарезаю, потом подкатываю их в шарики и из шарика делаю овал, чтобы хорошо ложился в формочку. В это время на огне уже греется сковородка. Только один раз перед первыми орешками смазываю 2 половинки сковородки растительным маслом без запаха. Выкладываю тесто, закрываю, прижимаю. Так подержу 15-20 секунд и ставлю на огонь. Огонь уменьшаю, можно сказать, до очень маленького. И уже когда переворачиваю, вот эти вот ручки не сжимаю, чтобы тесто не деформировалось, насколько оно поднялось, пусть вот такие вот и остаются. Аккуратно лопаткой снимаю на блюдо и раскладываю следующие. И часто переворачиваю, чтобы они равномерно пропекались с 2 сторон. Не держите долго на одной или на другой стороне. Посмотрите, какие они красивые, желтенькие. Хотите более румяные, подпекайте дольше. Вот такие получились первые орешки. Пока оставляю в сторону, подготовлю мраморные и шоколадные. Оставшееся тесто делю на 2 части. Каждую взвешиваю и к каждому кусочку добавляю шоколадного теста в 4 раза меньше. То есть беру 1 к 4. Теперь раскатываю 2 кусочка теста разного цвета в жгутики одинаковой длины. Соединяю, делю на 2 части и снова соединяю так, чтобы ванильное и шоколадное тесто чередовались. Из 2 делаю 1 жгутик. И здесь не перестарайтесь, чтобы тесто не смешалось полностью. Перекручиваю, складываю пополам и снова в 1 жгутик. Вот такое оно получается. Но можно сделать и по-другому. Вначале также соединяю 2 теста, складываю разными цветами друг к другу, перекручиваю и только потом прокатываю. Складываю пополам, снова прокатываю в 1 жгутик и еще раз перекручиваю. Видите, получается более закрученное. Но получатся мраморные и те, и те. Готовьте так, как вам легче. Можете закрутить тесто вообще по-своему. Только недолго его скатывайте, чтобы 2 цвета не соединились в 1. Делю на кусочки, подкатаю все тесто. Вот посмотрите, какие они получаются. И сразу же поставлю в холодильник, чтобы оно не таяло. Пока эти шарики будут остывать, я подготовлю шоколадные. И выпекать их буду вместе, чтобы легче можно было определить, когда они готовы. По шоколадному тесту это плохо видно, поэтому буду смотреть по мраморному. Ну вот смотрите, скорлупки готовы. Не оставляйте все тесто при комнатной температуре. Оно согревается и при жарке выделяется масло. Из холодильника достаю небольшими порциями и выпекаю орешки. Когда половинки уже полностью остыли, сразу убираю вот эти вот большие юбочки и зачищаю теркой. Берите самую мелкую. У меня та, которая для цедры. Кто-то обрезает ножницами, можно ножом на досточке, я это показывала в прошлом видео. Но все-таки терочкой более удобно. Тесто нежное, песочное, легко очищается, но краешки половинок остаются целыми. Не раскалываются, не рассыпаются. Вообще это тесто очень удобное в работе. Все скорлупки я зачистила, можно наполнять и формировать орешки. Вот так хорошо застыл ганаш. Ему достаточно в холодильнике постоять минимум 4 часа, но можно приготовить заранее и оставить на ночь. Его надо взбить, но пусть он постоит, немного согреется. Кокосовая начинка тоже хорошо застывает. Я говорила, что в холодильнике она станет плотнее. Но и при комнатной температуре она себя хорошо ведет, орешки не разъезжаются, поэтому не обязательно их держать в холоде. И уже подготовила крошку, передавила скалкой и просеяла через сито. Это из ванильных и мраморных, а это из шоколадных. Ну и, конечно же, кокосовая для украшения орешков. Пока эти начинки согреваются, я наполню орешки сгущенкой. Варила я ее сама 3 часа. И получается намного плотнее, чем ириска. Ну и, конечно же, вкуснее. Добавляю сюда немного песочной крошки и ореховую. Но это по желанию. Хорошо перемешиваю. И эта начинка готова.
половинки наполняю с небольшой горкой. Удобно это делать кондитерским мешком, но лучше без насадки, так как она забивается ореховой крошкой. Я оставила только внутренний переходник для насадки. Можно просто взять мешок, срезать уголочек и наполнять. И теперь соединяю две половинки. Одну беру с начинкой побольше, вторую поменьше, чтобы она не сильно выдавливалась. И окунаю в крошку. В таком виде ставлю их в холодильник, пусть застывают. Крошка на шовчиках хорошо прилипнет. Лишнее обметется кисточкой и посмотрите, какие аккуратные они получатся. За это время немного нагрелась и кокосовая начинка. Плотность начинки зависит от самой стружки, какая она мелкая или крупная, и от жирности сливок. Напомню, у меня 36%, поэтому начинка получается плотнее. Немного разминаю. Если будут 33%, то начинка будет немного мягче. Добавляю чайную ложку сгущенного молока и снова хорошо перемешиваю. Смотрите по своей начинке, она должна оставаться пластичной, не должна течь. Вот ее уже не отсадишь из кондитерского мешка. Хорошо заполняю половинки, начинку уплотняю. И вот эти вот краешки можно и не смазывать. Начинка с начинкой хорошо склеится. Наполняю даже немножко с горкой. В середину можно положить орешек. В кокосовой начинке обычно добавляют миндаль, но, как для меня, лучше выбрать какой-нибудь мягкий. Мне нравится, когда орешки более нежные. В рецепте я обязательно укажу, насколько орешков хватило кокосовой и шоколадной начинки. Склеиваю две половинки, они не должны соприкасаться, чтобы можно было этот шовчик обвалять в кокосе. Так будет намного красивее и, конечно же, вкуснее, потому что много начинки. Хорошо вдавливаю стружку в этот шовчик и посмотрите, какая получается красота. По желанию можно оставить и в таком виде, или же лишнюю крошку тоже убрать кисточкой. Вот столько получилось кокосовых, но если добавить орешек в середину, то будет больше. И последняя начинка шоколадная. За это время она стала мягче. В прошлом видео я к ней добавляла сгущенное молоко, вареное. Но говорила, что можно приготовить и так. Вот сегодня будет такая начинка. Взбиваю на средней скорости миксера до однородности и посветления. Сюда тоже можно добавить ореховую крошку или песочную. Я добавляю немного песочной. Видите, ганаш сразу после взбивания был помягче, и как быстро он застывает. Поэтому не переживайте, в орешках он не потечет. Любителям шоколада орешки с такой начинкой обязательно понравятся. Эту начинку, так же как и кокосовую, выкладываю ножом, хорошо заполняю половинку, уплотняю. И здесь уже набираю ее не с горкой, а под нож. И смазываю краешки. Не буду засыпать шовчики. Эти орешки сами по себе с рисунком будут такие более аккуратные. Хорошо сдавливаю. Начинка не выдавливается и получается вот такой орешек. Орешки отлежались в холодильнике, немного застыли. Посмотрите, как хорошо сохраняют свою форму. На этих я кисточкой убрала все лишние крошки. Вот такие вот они аккуратные. Кокос не сметала. Они и так получаются красивые. И мраморные. Аккуратные. Разный на них рисунок. Сейчас покажу, какие они внутри. Много начинки. Тесто песочное, нежное. Не раскалывается. Его легко можно откусить. Эти орешки очень похожи на конфеты с кокосовой начинкой. И шоколадные. Для любителей шоколада самое то. Орешки получаются вкусные. Тесто сначала нежно-песочное, а потом становится мягким, но все равно сохраняет свою песочность. Храните их в холодильнике в контейнерах под крышкой. Готовьте с удовольствием і приятного вам чаєпітія. Ну а якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.